Всем добрый день. Добрый день. Сегодня на канале Натальи Кондратьевой мы поговорим на очень интересную, такую немного эзотеричную тему. Это разговор со Вселенной и вообще концепция разговора со Вселенной и как можно развить свою интуицию, научиться общаться со Вселенной, ну или как угодно можно это назвать, Богом, да, и так далее. Понятий очень много в современном мире. Вот. Ну да. Наташ, может быть, ты сейчас тоже представишься еще разок для тех, кто тебя не знает? Я психолог, практикующий психолог. Как обучалась, я просто классический психолог. Вот. Но так сложилось, что в связи с определенными обстоятельствами, так как я, не знаю, жила, росла, или, не знаю, так как сложились обстоятельства, я в один прекрасный момент просто пришла к пониманию, что я просто вижу какие-то вещи, которые там вокруг человека происходят, которые внутри человека происходят. Какой-то некий такой энергоинформационный след, который там есть, формируется или будет, или, ну вот как-то что-то такое, что как бы вокруг человека происходит. Это прям физически видно. Ну, вот, ну не прям не физическими глазами, а как-то, знаешь, какой-то вот информационную матрицу, вот она вот как-то так сложилась, что ее видно. И я как-то нормально, знаешь, об этом говорю, ровно так же, как, я не знаю, раньше же были люди, которые утверждали, что Земля плоская. Вот они на полном серьезе утверждают, что Земля плоская. Я думаю, что вот этот весь энергоинформационный след, он действительно существует, просто мы на данный момент не можем его зафиксировать. Мы как бы, наука, кстати, начиная тему разговора, да, все, что касается интуиции, нам надо наладить прежде всего контакт с собственной душой, с собственным каким-то вот источником, чтобы сначала наладить контакт с собственной интуицией. Да? А что такое собственная интуиция для себя, чтобы понимать, куда мне идти, куда мне не идти, что мне делать, что мне не делать? Это прежде всего собственный, знаешь, голос собственной души. Ну, чего-то такого внутреннего, внутренняя какая-то опора, внутренняя информация. Я думаю, что ты знаешь, о чем я говорю. Да все знают, о чем я говорю, что вот как бы если голову отключить, всегда есть ощущение, что мне действительно бы хотелось, или чего бы мне не хотелось. Но некоторые просто плюют на это ощущение. Да, да. Вот. Ну и многие даже уже не прислушиваются особо к себе. То есть, если ты пару раз там не послушал, там, а потом уже очень сложно к этому прислушаться, потому что очень много шума такого вокруг. И я думаю, что, ну, прежде всего, душа, как бы такая интересная штука, да, вроде как бы психология– это наука о душе, а вот как бы религия говорит, что, ну, там, ты можешь прийти, поставить там, не знаю, молитву за упокой, за здравие именно души. То есть все как бы это все как-то называют, но никто не берет на себя ответственность как-то признать в этом, ну, академически, что это существует. Вот. Я думаю, что это, я не думаю, я скорее даже вижу, что это просто некий большой энергоинформационный след, который на самом деле видно, и он гораздо больше на самом деле, чем сам сегодняшний человек. Мгм. Спасибо. Ну, вообще, я думаю, что у многих такой, вот у меня тоже такой вопрос стоял, когда я еще этого не понимал, да. А, ну, вот вообще, что такое, просто многие сейчас подумают, что мы какие-то сумасшедшие. Ну, что такое разговор со Вселенной вообще, да? Вот как ты эту концепцию понимаешь? Потому что многие ее понимают очень буквально. То есть, вот как знаешь, я вспомнил просто сейчас такую прикольную фразу. В «Докторе Хаусе» была такая прикольная, шутка, да, что если ты разговариваешь с Богом, ты верующий, а если Бог Мгм. разговаривает с тобой, то ты умственно больной. Вот. Ну да, конечно, это примерно, я тоже об этом подумала, но это вот это какая-то такая, прежде всего, в той части, это действительно вот как бы разговор с той своей, понимаешь, частью души, которая про тебя на самом деле знает больше. Прежде всего, это про тебя самого, понимаешь? Про Мгм. твою, на самом деле, какую-то энергоинформационную часть, которая больше, чем ты. И которая знает, зачем ты вообще здесь и что ты тут делаешь. Вот. Мгм. Если на самом деле, ну и которая больше, чем про сегодняшнюю жизнь, понимаешь, про сегодняшний там, вот, чем, собственно, среднестатистический человек занят. Вот. Это Ну да, прежде всего.
здесь такая очень большая тема, да. Здесь, наверное, даже нужно еще вот тебе рассказать про тот момент, что ну, а вообще, то есть, вот это вот тот разговор, который происходит, да, коммуникация со Вселенной, у них немножко другие задачи, мы их не совсем правильно понимаем. То есть мы-то живем в таком материальном мире. Просто тут надо, знаешь, надо разделить. Коммуникация для меня лично, а вот как бы, чтобы я понимал свои личные цели, там, не знаю, что я хочу и что не хочу, и что мне вообще надо. И коммуникация, в принципе, с неким таким, знаешь, большим информационным банком данных, который, в принципе, тоже существует и знает про тебя все и даже больше. Про тебя сегодняшнего, будущего и про тебя прошлого. Я опять об этом же чисто, знаешь, так как вроде человек с академическим образованием говорю абсолютно нормально, потому что это тоже как вот некий информационный след, который прям видно, как он формируется или не формируется, или как он оставляет следы. Вот. Мгм. Тут просто надо А вот, разделять. как вот вообще человеку вот, ну, самое сложное это в любом виде деятельности, да, если ты не пробовал, тебе сложно это понять. Ну, то есть вот понять, вот ты сонастроился с потоком или ты не сонастроился с потоком. Как вот это понять? Ага. Ну, во-первых, это, знаешь, тут штука такая, тебе надо выяснить, что тебе мешает. Потому что на самом деле, если настройка с потоком, у тебя, по сути дела, подключка к этому самому потоку, к этому вот, ну, к этой вот самой энергии, которую, помнишь, мы с тобой, Мгм. теплая какая-то, светлая вокруг тебя, и она, в принципе, везде, она и вокруг тебя, и внутри тебя. У тебя всегда существует с ней коннект, на самом деле. Тут тебе просто надо выяснить, что тебе мешает. Вот. И тут такая, знаешь, с одной стороны, есть академическая очень там, схема, потому что нет ничего проще, как следить за прямой речью человека. Потому что прямая речь человека отражает все его ментальные конструкции, которые на самом деле влияют вот на эту самую связь. Так вот, ну, я думаю, что ты многих таких людей знаешь, которые говорят, что я, например, никогда у меня был товарищ, я скорее даже буду лично вот делиться. Был товарищ, который говорит: "Я никогда не извиняюсь". Вот как бы никогда не извиняюсь и всё. Потому что, ну, как бы, а чё извиняться? Я всё равно себя буду так же вести, поэтому я никогда не извиняюсь. Есть там еще какие-то люди, ну, там, которые никогда не просят прощения или которые, например, считают, что родственники должны всегда помогать, именно должны. Ну, там вот как бы. Мгм. И вот это вот каждое, понимаешь, каждое такое никогда или каждое такое категоричное суждение, оно отделяет тебя от вот этого, от контакта с вот этой энергией, которая бы тебе помогла. Потому что сама вот эта энергия, она вот эта вот, она, знаешь, она очень похожа на, ну, не знаю, на универсального родителя. Просто ни у меня, ни у тебя нет двоих детей. У тебя вот есть один, то есть это некий такой универсальный родитель, который любит всех своих детей одинаково, но при этом знает, что все они разные. И как бы он с ними со всеми по-разному-то контачит. И примерно знает, что от кого ждать и что как бы это. И поэтому тут вопрос, понимаешь, прежде всего это вопрос, м, я сейчас скажу такой штуки, как принятие. Так вот, принятие это не про то, что ты должен всех как бы там любить и, знаешь, признаваться всем в любви. Принятие это про то, что ты понимаешь, что все есть и все существует, и все может существовать, и все вообще как бы, ну вот, хороший такой пример, иногда, знаешь, эти комментарии в социальной сети читаешь, а там например, кто-то что-то пишет, высказывает свое мнение, а там дальше там, ну, как вы можете, как вы можете вот это вот некие, на самом деле, это некие шаблоны мышления, которые очень такие, и чем больше у вас таких шаблонов мышления, тем вы далеки, как бы, на самом деле, от коннекта вот с той самой энергией, которая бы вам помогла услышать, как бы, и голос собственной души, и голос, как бы, Вселенной, ну, вот, именно мысли. Вот, потому что, ну, оно фактически как Мгм. барьер отделяет тебя, понимаешь? Мгм. Потому что не можешь с ней Ну, ты сейчас сразу. прям, ну, это, тех, кто будет смотреть, совсем запугаешь, что как-то абсолютного дзена не достичь никогда. Нет, это вполне Нет, реально. То это, есть я. конечно, да, понимаешь? Ну, я просто могу, например, рассказать про собственный опыт. Во-первых, у меня что-то, видимо, когда-то было, потому что я, ну, какой-то, знаешь, близость к какому нейтральной, например, поведению, потому что первое образование у меня юридическое, я помню, мы проходили тест, у нас было там 60 или 70 человек в двух группах.
И там в одном из 100 вопросов был вопрос, что вы будете делать, если вам надо будет защищать там, ну, совсем асоциального товарища, который как бы из 70 человек только я одна согласилась его защищать, только потому что, ну, как бы законом положено, как бы раз законом положено, как бы не мне решать, маньяк ты, извращенец, как бы, или кто-то такая вещь когда-то. Ну, вот это вот самое видение, оно открылось именно тогда, когда вдруг я перестала обижаться на папу. Причем это такая, знаешь, это на самом деле, видимо, была такая большая обида, но она такая была большая, ну, это что-то такое фундаментальное. Я как бы, а как ее тоже можно отследить? На самом деле тоже очень интересно иногда отслеживать свою реакцию на людей. Вот ты на него смотришь, я 30 лет на нее смотрела, но все время меня раздражал. Такая мысль, которая фактически меня, не знаю, была больше, чем я. Пока однажды я вдруг не поняла, что родитель, он просто родитель прежде всего, и как бы, ну, он не обязан тебя любить. Я помню, это действительно такая странная вещь. И после этого вот у меня и случилось, что я как-то начала какие-то вещи просто видеть. Вот, и иногда Мгм. просто видеть, как это формируется. Например, я когда познакомилась со своим будущим мужем, у меня было ощущение, что я осенью выйду замуж. Я весной с ним прошлого года знакомилась. Я говорю, слушай, товарищ, ты как бы имей в виду, я тут осенью замуж собралась. То есть, если ты не рассматриваешь как бы для себя эту перспективу, то просьба как бы освободить. И действительно так сложилось, что, ну, действительно мы с ним осенью расписались как-то так неожиданно, и все это сложилось. Ну, то есть ты вот как будто видишь вот этот весь и как-то вхожу вообще непонятно куда, ну, Нет, и ну это чтобы было какое-то общее понимание вообще, да, что... да, и это как я ничего такого, знаешь, я к тому, что основная моя мысль, я ничего такого не делала, я не открывала себе третий глаз, понимаешь, я не ходила с бубном, не ходила там, я не знаю, ничего такого абсолютно я не делала, я просто как бы расчистила внутренние, понимаешь, какие-то Мгм. вещи, которые мне очень вот прям мешали жить, понимаешь, ну, вот эта вот история с папой, она же действительно тебе как бы, Мгм. просто она настолько большая, что ты как бы уже за 30 лет к ней привык, думаешь, ну вот как. Поэтому на самом деле ничего тут космического нет. Мы сейчас не будем активировать третий Мгм. глаз, мы просто будем, есть такие небольшие схемы, которые тебе просто убирают то, что тебе внутри мешает на самом деле сконнектиться с этим потоком. Мгм. Хорошо. Слушай, здесь вот Владимир нам пишет вопрос такой интересный, кстати. Зачем наше мышление нас отделяет от потока? Если бы все было так просто, то мы бы все, ну, горстями из него черпали, из этого потока. Для чего это нам нужно? Я-то ответ знаю, но я вопрос задал. Не оно тебя, ну, как бы, не оно тебя отделяет. Вообще, на самом деле, мне кажется, удобно жить в неких таких, знаешь, информационных шаблонах. Во-первых, удобно, а во-вторых, чтобы оттуда вылезти, нужна энергия. Мгм. Не, ну, здесь, наверное, вопрос даже был скорее, знаешь, про что? Про то, что, ну, вот у нас есть, ну, я это как, мое понимание, это как вот мы такая некая малая, ну, мы же все части единого целого, да, по сути. Вот, Мгм. и мы как бы такие маленькие частички, которые поместили вот в эти тела, и мы в рамках нашего ограниченного разума пытаемся там достичь какой-то истины и просветления. Мгм. Вот, и здесь вопрос как раз был в том, что зачем нас, вот этот, ну, там, Бог, там, Вселенная, пространство, там, всевидящий источник, зачем он, нас так Зачем тебя ограничивает? отделили? Да, да. М, Я Ну, то думаю, есть, что это мгм, какая-то, знаешь, это какая-то история, которая существует здесь для получения опыта. Такой вот вроде бы как бы мгм, типа мгм, отдельно мгм. выпихаешься, и все смотрят, что из этого получится, понимаешь, там уровень какой-то реальности. Ну да, но здесь мы все просто пришли получать опыт, Мгм. ам, и наша, на самом деле, ну, как мне кажется, что наши задачи, которые мы себе поставили где-то там, они не всегда, мы их не всегда понимаем, и можем, нам иногда кажется, что наши материальные какие-то цели и желания, они более первостепенные, а на самом деле это просто заблуждение наше, к которому мы Ну, потом да, ты как бы приходим, либо даже не приходим. немножко заваливаешься, понимаешь, в этом Да, да, материальном да, мире, в котором ты да. существуешь. Но на самом деле это же даже никакой такой, знаешь, эзотерики. Дело в том, что ну, как глубочайшая эзотерика, она может и быть, а может и не быть, а дело в том, что в очень практичных вещах, например, ты живешь, не знаю, там 30 лет с мужем, к
тебе уже хреново с ним жить, ты как бы чувствуешь, что надо уйти, как бы тело твое, например, понимает, что надо уйти, там, если начинает разваливаться, но ты как бы вот это вот внутреннее ощущение, что тебе тут хреново, ты как бы все время засовываешь, или ты ходишь на нелюбимую работу, но ты чувствуешь, что ты ходишь на нелюбимую работу, все время ходишь, но и вот это оно, внутреннее ощущение, что ты ходишь не туда, ты все время куда-то засовываешь. Я к тому, что я просто, Мгм. ну, как бы, надо перестать в это засовывать черти куда. Потому что Мгм. это, как правило, плохо заканчивается. Ты амортизируешь это все собственным телом. У тебя начинают там отваливаться коленки, я не знаю, там еще чего-нибудь. Мгм. Ам, ну вот какие вообще такой вопрос, какие задачи вот представим, что у нас есть развитая интуиция, Мгм. ну какие задачи мы вообще можем с помощью неё решить? То есть для чего нам вообще ее развивать? Ну, для того, чтобы вот как раз именно понимать, а я тут, ну, вот как бы для комфорта собственной жизни, понимаешь, для, как называется, я все время забываю, как это называется. А, для ощущения комфорта, ну, я забыл, как это научным способом очень называется. Для ощущения комфорта, чтобы ты встал, и ты понимаешь, что ты на том месте, на котором ты должен быть. Что ты как бы на работе, которая тебе нравится, или, не знаю, ты получаешь деньги тем способом, который тебе нравится. Ты в отношениях, которые тебе нравятся, или ты один, и тебе это нравится. Ну, чисто такая практическая, знаешь, история. Ну да, ну это такая некая достижение такой гармонии с миром, да? Ну то есть Слушай, ну потому что как бы это мы говорим про личное пользование. Если ты говоришь, ну, если мы говорим про какой-то, не знаю, там, третий глаз, не знаю, там, все что угодно, там, это для личного пользования, тебе его не дадут. Эта история не... Ну, не надо давать майбах, понимаешь, чтобы ездить в булочную. Я на самом деле тоже на практическом опыте поняла, на собственном практическом опыте. Ну, вот это у меня как-то активировалось, причем это вот как бы видно прям, ну, не знаю почему, но практически я, по-моему, пошла делать мандалы. Я пошла делать мандалы, просто вот такая, знаешь, совершенно как бы не придавая этому ничего. Ну, то есть как частное лицо, понимаешь, пошла как частное лицо, и напротив меня сидела девочка, которая у нее какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем, там, с легкими, и мы там что-то медитировали, что-то еще там клеили, а она напротив меня сидит и прям запрос на год себе дает. Я, говорит, очень хочу понять, что со мной по здоровью происходит, что вообще такое происходит, почему так. А я прям, когда закрыла глаза, я прям увидела, что с ней происходит, где у нее откладывается, знаешь, ну, что вообще там происходит, мгм, почему у нее легкие, как бы, ну, весьма серьезные проблемы с легкими. И у мгм. меня так внутренний диалог. Слушайте, я пришла здесь это, я пришла как частное лицо вообще отдыхать, как бы отстаньте от меня со своей вот, ну, я не помню, как ее звали, точнее, даже не буду озвучивать. Как бы, причем тут я и барышня, ну, и все, я не стала ничего, ну и потом, кто я такая, значит, подойти и как-то вот, ну, вот это все озвучить, что я, скорее всего, энергетически прям вижу, как так случилось, что ты дожила до жизни такой, причем у меня есть опыт. И это, я не стала озвучивать, я когда вышла, я упала так, что я ободрала себе руки, ноги, колени, я не знаю, все. Ну, понятно, что мне несложно упасть, но как бы не каждый раз я так падаю, что потом неделю, знаешь, практически встать не могу, потому что физически не могу, то есть я так ободрала все, что... Мгм. Потому что, поэтому я к тому, что такие большие штуки, если вы хотите, там, не знаю, открыть себе третий глаз, не знаю, там, для чего-то, они не делаются для личного пользования. Если Ну то они есть уж случились, то они за все есть цена, да? да, они как бы даются для массовой эксплуатации. Вот, для того, что ты как бы, ну, ты дозрел уже сознанием для того, что ты как бы не просто потребляешься в этом мире, а уже что-то несешь, понимаешь? Ну, что ты созидаешь и являешься источником созидания, а не просто источником потребления. Вот. Поэтому да, оно ж не так просто. Мгм. А, а вообще, ну вот, а как вот все-таки человеку отличить вот этот голос интуиции от обычных каких-то мыслей или страхов? Потому что вот ты правильно говоришь, что вот эти мысли и страхи, они же
внутренние демоны, так называемые, или там эти энергии негативные, они же Ну, могут тебя вообще, увести это, вообще. конечно, штука такая, лучше, например, настраиваться, не знаю, там утром или вечером, ну, когда ты. И лучше действительно попытаться отключить, вот как-то попытаться отключить голову, попытаться поймать ту самую первую мысль, которая приходит, когда ты спрашиваешь. И плюс еще как бы можно не тренироваться на какие-то, ну, знаешь, этих критические вопросы, например, когда тебя прям что-то тревожит. Можно на чем-то нейтральном. Вот. И начинать можно из нейтрального из какого-то нейтрального состояния, когда ты испытываешь, ну, вот просто из любопытства, понимаешь, из нейтрального. И еще, скажем, какая-то штука про вот энергия, эмоция благодарности тоже, когда ты не из тревожный, просто потому что когда ты Мгм. тревожишься и вот фокусируешься на страхе, ну, действительно так и работает. Ты как бы на нем фокусируешься. А когда ты, не знаю, там, можешь начать благодарить за что, ну, вот как-то испытывать, просто тебе надо настроиться на такую, знаешь, позитивную волну. Может, поблагодарить, там, не знаю, за прекрасную чашку кофе, которая у тебя там, например, случилась. М. Ну, то есть А, войти в какое-то такое ровное, да, в ровное, я вот, да, медитативное, грубо ровное, говоря, состояние, да? медитативное состояние, и вот, ну, для этого, собственно, все какие-то известные тебе способы хороши. Мгм. Вот, поэтому, Ну вот, а еще, знаешь, бывают ситуации, ну, такие достаточно часто, мне кажется, что у меня даже такое бывает, что мы не доверяем своей интуиции. То есть, например, мы слышим какой-то голос, а потом думаем, да, это да, какие-то это очередные точно. мысли наши, знаешь. Это да, это надо доверять. Надо учиться. Это большая штука, и надо действительно учиться доверять. Вот, потому что, Мгм. ну, по-другому никак. Потому что иногда ты учишься доверять на собственном опыте. Я помню, правда, это мне было уже давно, наверное, лет 20 назад. Я в каком-то таком... Я ходила на ипотерапию. Вот, ну, я думаю, ты знаешь, что это такое. Мгм. Лошади, и вообще, лошади, вольеры, все такое. У меня было 15 оплаченных занятий в Перми. А Пермь все-таки это Урал, погода соответствующая. Я помню, я вот именно в таком, знаешь, состоянии полузасыпания или полупросыпания, я такая, я прям ловлю себя на мысли, что мысль такая, что сегодня не надо никуда ходить. И давай ты сегодня, ну вот что-то такое, знаешь, которое прям настойчиво, ну не то, что прям голос, но какая-то мысль очень настойчивая, что тебе не надо. Такая, ты как бы встала, думаешь, зачем, что это вообще такое? Погода прекрасная, 15 занятий, значит, оплачены. Сейчас я никуда не пойду. Ага, сейчас. Ну, мало ли, что мне там с утра, знаешь, показалось. И я, значит, бодрым шагом, ну, насколько могла, отправилась. А занятия были в Ливаде. И так неожиданно, вроде солнце, все прекрасно. А в какой-то момент прям ветер набежал. И там кусты. А оказывается, лошадь это феноменально пугливое животное. Ее просто понесло. Ее понесло на всем ходу в этот металлический забор. Благо, рядом со мной был инструктор, он меня просто поймал, когда я как мешок, значит, падала с этой несущейся лошадью, он меня поймал, чем потом гордился, значит, всем рассказывал, что он такой молодец. Вот, что и я на самом деле действительно была ему благодарна, потому что шлепнуться с лошади, которая несется на достаточно большой скорости, это весьма опасное мероприятие. И я такая, знаешь, ну это была такая достаточно явная история, и я теперь, если что, вдруг, правда, ничего такого не было, но на самом деле ты или подписчики могут всегда вспомнить о чем то таком. Вот знаешь, прям вот о чем то таком, о чем что тебе сигнализировало, если тебе действительно грозила какая-то опасность. Я думаю, Мгм. что как называй это, не называй, но называй это эзотерикой, не называй это эзотерикой, называй это как, что действительно такие вещи существуют. Они просто существуют. Мы не будем разбирать, что это, как, почему это, что это. Ну, они, как бы, если ты задумаешься, если мы сейчас где-нибудь приведем вопрос, то они действительно существуют. Ну да. А, а вот вообще, ну вот расскажи, может быть, из своей жизни, какие, ну, как тебе Вселенная, вот этот контакт помогает, ну, в жизни вообще? Какие, ну, то есть, какие ответы ты, может быть, задаешь или какую пользу она несет? Зачем этим вообще заниматься? Слушай, а тут очень просто. Иногда для личного пользования, я как-то вот уже, оно мне, вот,
Еще что-то Владимир спрашивает. Ну, сейчас я отвечу. Для личного пользования такая интересная штука, что она действительно, знаешь, это иногда перекрывает, потому что я, например, ну, смешно сказать, у меня, например, не знаю, проценту выкупа в маркетплейсе, где, например, важно, например, чтобы ты из выбранных вещей покупал именно те, которые важны, но у меня в какой-то момент был очень высокий, потому что как бы ты прям видишь, какие ботинки. Ну, для меня, например, обувь выбрать сложно, ты прям видишь, я говорю, эти ботинки брать, ну, мысль такая тебе приходит, бери вот эти. Ну, то есть, как бы, знаешь, это я в какой-то момент, видимо, когда это открылось, я в это играла. Потом она просто закрылась, потому что, видимо, знаешь, типа, если так будет продолжаться, я так и буду сидеть на маркетплейсах. Ну, вот. Потом это, например, очень, на самом деле, иногда ты чувствуешь, что ты прям живешь в живом комиксе. Потому что, ты знаешь, когда вызвать такси, ну, это из мелочей, знаешь, Мгм. там, вот. Они говорят, что не приедет, оно всегда мимо. Ну, я даже иногда, это прям было при свидетелях, я иногда даже спрашиваю, оно очень быстро приезжает, просто ты знаешь, ну, как бы, ты чувствуешь, в какой момент нажать кнопку. Он приезжает, и говоришь, ты так спрашиваешь, вы мимо проезжали? Он говорит, да, я мимо тут проезжал. Но это таких из мелочей, на самом деле. И вот именно, да, по сути, какие-то такие мелочи, которые просто тебе как бы помогают жить. Потому что, по большому счету, это такая большая штука, что ты действительно ее используешь только в профессиональном плане. Потому что для личного пользования я как бы вот, ну, вот какие-то такие мелкие шалости. Вот такие вот мелочи, Вот. наверное, как раз и помогают, да, Ну да, ну, ты видишь, лучше я, настроить да, контакт, ну, то очень. есть научиться наблюдать, слушать. Да, научиться. Просто в том плане, что как бы я настроила все свои какие-то большие вещи. Я настроила там свою профессиональную деятельность, которая меня устраивает. Ну, в той части, которая меня не устраивает, мы сейчас с тобой это прорабатываем. У меня какой-то страх публичных выступлений. Я настроила свою личную жизнь прекрасно, которая тоже меня устраивает. То есть такие какие-то большие штуки, они уже настроены. Поэтому я так по мелочи развлекаюсь. Мгм. Вот. Ну, в Ну, что, может быть, принципе, вот. может, мы уже перейдем к практике тогда? Ну, то есть, ну, обсудим, может быть, попробуем какую-то практику, там, как это Вот. Ну, можно во-первых, я сделать. хочу сказать, что она вполне себе практичная такая штука, чтобы вы пытались отследить свои категоричные изречения, о чем я говорила. Да. Я никогда это, Мгм. я никогда то, или я вот не делаю это, или я не хожу туда, или вот, ну, там, или есть какие-то люди, которые меня очень раздражают. Вот это вот отследить, потому что это очень важно. Мгм. Это действительно как бы отражает вот эти вот ментальные конструкции, которые, по сути, выстраивают вашу коммуникацию с миром. И это можно прям сесть и записывать, что я никогда не это, никогда то, никогда это и никогда то. Мгм. Мгм. Ну, М, собственно, там ты читаешь, да, что у тебя? Поэтому это как-то вот, вот ну, в смысле, из практической такой истории, которую бы вот, ну, можно пощупать и потрогать, потому что можно работать с этими категоричными утверждениями. Ну, и отслеживать, да, за собой, получается. Ну, а из Ну да. практики, Это вот самое сложное для человека — самоконтроль и да, да, отслеживание. ну, прям честно, понимаешь, ты можешь завести дневник таких штук, потому что ты пока произносишь вот это вот все, ты можешь, это ж делается часто на автоматизме, ты это не замечаешь. Вот. Мгм. А если ты начинаешь замечать, ты можешь это прям вот куда-то там записывать себе. Мгм. Ты знаешь, Вот. ты сейчас рассказываешь, я вспомнил как-то, ну, слушал там одну лекцию, случайно на нее попал, там, лекцию вел, какой-то батюшка в семинарии. И он рассказывал, как, работать со своими, ну, грехами. В православии это же грехи. Вот. И он очень интересно тоже такую точно то же самое предложил. То есть брать дневник и сначала первая задача, типа, найти, свой самый главный, ну, тот грех, который у тебя самый жесткий, да, такой, который основополагающий. Вот. И Это его декомпозировать, то есть, например, там лень, да,
и ты начинаешь записывать каждый день, вот, а что ты ленишься, да. И когда ты начинаешь это все записывать, ты начинаешь понимать, насколько он огромный. То Ну есть ты да. постоянно ленишься, короче. Ну да, но грех это такая просто формулировка, а так это просто большая такая ментальная штука, которая просто, ну, вот Мгм. прям энергия, прям видно, как она там застаивается, понимаешь? Просто ну, вот прям физически видно, как она не протекает, понимаешь, в этих во всем вокруг человека. Она может вот как раз и формирует то самое, о чем мы с тобой уже там не в одном видео говорили, это Мгм. какие-то такие странные какие конструкции вокруг человека. Вот, и их просто, ну, а кто, кроме как сам человек, понимаешь, сам себе честно это отследит. Ну, Ну, прежде всего, конечно. конечно, сам человек, если у него это плохо получается, он может как бы помогающий человек, он же действительно просто помогающий. Психолог – это тот человек, который задаст вам вовремя нужный вопрос, чтобы найти вот эту вот историю, а сам человек ищет ее прежде всего сам. Мгм. Ну, вот по практике, получается, ты вот предлагаешь отслеживать, да, начать Да, ну это отслеживать, такая, записывать. знаешь, практика, которую мы прям можем пощупать и потрогать как бы для ментальной нашей части, ну, Мгм. естественно, мы сейчас с тобой можем провести, как всегда, практику с телом, чтобы почувствовать, как что. Ну, например, у тебя. Ты же, например, хочешь Мгм. как бы себе интуицию, ну, как минимум, личное пользование. Так, слушай, а вот смотри, ну, чтобы сразу закончить этот вопрос с этими записью вот этих категоричных утверждений, а что потом с ними делать? Вот человек, ну, он записывает, и что еще потом с ним делать? А как ты вот относишься к тому, что это как бы вот, ну, вот они есть, например, попытаться как-то посмотреть на них с другой стороны, например. Вот тебе же не надо просто, например, как бы удариться во все тяжкие. Тебе просто Мгм. надо как бы вот принять и понять, что это есть, что они существуют, и это есть некая часть мира. Не тебе решать, кто этим пользуется или кто этим не пользуется, кто. Ну, то есть ты как бы просто допускаешь, что это есть. Как бы допустить, что это, не знаю, там, ну вот мой любимый пример, типа, я никогда не сплю с женатыми. Ну вот как бы я никогда не сплю, а кто-то может. И я как бы нормально, ну не то, что нормально, как я понимаю, что это есть чужой путь как бы вот его личный путь, и он там делает всё, что угодно. И это его путь, и я как бы не осуждаю, понимаешь, и в категоричные какие-то суждения не вхожу. Ну, вот эти вот категоричные суждения, они же только наверняка с предыдущим опытом человека связаны, да? То есть и он Мгм. получил опыт, ему теперь нужно этот клубок как-то тоже развязывать. Ну, то есть это, вот как ты Ну говорил, да, что речь если человека, она... сложно, конечно, если сложно, вот, ну, просто вот так отстраниться, да, и позволить этому существовать, чему угодно, неважно чему, то если вы чувствуете, то, конечно, может быть, вам нужна помощь, чтобы как-то, ну, нужен человек, который помог посмотреть с другой стороны. Ну, если, опять же, вы ощущаете, что вы как бы хотите раздвинуть грани собственного восприятия. Мгм. Хорошо. Ну что, можем, наверное, приступить к практике тогда, мы, да? Мгм. Самая интересная Давай. часть для меня. Потому Я что опять я тебя. Не взяла у тебя обратно. подопытный. Да, подобный кролик. Мне надо, чтобы ты закрыл глазки, Так, расслабился. давай, сейчас. Раз. Вот. Сделай 3 глубоких вдоха. А, Попробуй верни своему телу возможность чувствовать, ощущать и понимать, что с ним происходит, что происходит вокруг него. И представь, что у тебя в макушку входит теплый, не знаю, такой белый или золотистый свет. Вот. Он проходит по всему телу, заполняет все тело. И вот прям проследи этот процесс. Как бы он у тебя все, ну, как бы хорошо получается заполнять тело светом, или все-таки что-то ему мешает? Что-то мешает как бы распространиться этому свету по всему твоему телу. Можешь посмотреть, что происходит в районе твоего, ну, по всему твоему росту, по всей твоей высоте, в районе твоего позвоночника, как вот энергия протекает, не знаю, с макушки до пят. Ну, вроде протекает, да, так.
то, что немножко что-то сверху мешает, конечно. Мысли мышки. А что это немножко сверху мешает? Вот, кстати, оно ж всегда немножко сверху. Что это? М, Образно говоря. Ну, образно Или говоря, немножко как бы вот немножко. Ну, понятно, что сейчас мы с тобой больше диагностикой м, занимаемся, чем всем процессом. ну, недоверие, наверное, скорее всего. Видишь, Мгм. вот у тебя везде все про недоверие. Оно такое большое. Вот именно, да, большое. Поэтому я думаю, что Ну, мне кажется, что, ну, у многих вот, в современном мире такой так быстро перешли от, коммунизма к к, это, слово забыл, коммерческой деятельности, да, то, что и вот это, мне кажется, индивидуализм, который сейчас у нас в обществе развивается, вот он тоже так способствует такой некой закрытости, да, от, мгм. общего источника данных. Ну да, ты знаешь, это вот, ты как будто это такая штука, ты это прям видно, что ты на самом деле являешься частью чего-то большого. Ты всегда связан. Как бы на самом деле, я сейчас скажу крамольную вещь для людей с тревожной, как бы, с тревожной организацией личности, что у тебя есть только иллюзия индивидуального сознания. Ты всегда являешься частью большой информационной вот какой-то такой субстанции. Не твоя задача как бы наладить как бы вот просто связь с этой информационной штукой, как бы с большой информационной штукой, не знаю, для личного пользования, чтобы знать, что ты хочешь, или там, не знаю, для общественного пользования, ну, когда ты даже, может, для профессионального или как бы для социального какого-то блага, когда ты хочешь нести в мир чего-то больше, чем ты сам и собственное благо. Вот. По сути, да, мы не знаю, там информационно живем все в каком-то коммунизме. И это очень, забавно, потому что, ну, вот знаешь, это так забавно, потому что некоторые люди думают, что если они вот там совершили какой-то странный поступок, и никто их за это не поймал, что нигде это не видно, и никто этого не видит. На самом деле это везде, ну, как этот информационный след вашего поступка, он физически остается. Мгм. Поэтому Ну с да, вами с тобой точно. говоря про интуицию, говорили про все, потому что, ну, это действительно очень важно. Ты как будто тебе надо понять, что ты являешься частью чего-то большего, чем ты сам, понимаешь? И вот ты как будто расширяешься и расширяешь свою связь с окружающим миром. Только не отпихиваясь, понимаешь? Типа вот я все равно мне тут, там, типа, надо, конечно, это делать, но я вот не буду это делать, потому что мне страшно, непривычно и все остальное. Ну, на то, чтобы расширяться, тоже нужна как бы смелость. И Ну, надо еще как-то уйти от своего собственного эгоизма, у нас же есть эго, и оно такое, ничего оно же нам собственного говорит, не что мы индивидуалисты, мы же личность. Слушай, ну нет, ну ты, конечно, и ты как бы часть целого, но при этом ты как бы это интересно там, знаешь, вопрос дуальности. Вроде часть чего-то Мгм. большого, но при этом ты очень даже индивидуальная такая часть. Ну просто ты как ну, это, понимаешь, это некая такая м, внутренняя установка, когда ты понимаешь, что ты есть не только как бы для себя, не знаю, не только для вот, ну, вот там, у меня есть знакомые, потому что как бы, ну, там, весьма далекие знакомые, которые как бы, ну, так, от нефиг делать, там, не знаю, занимается клиптоманией, такой, знаешь, мелкой. Мгм. В палатке рядом или в пятерочке недалеко от дома, то есть как бы вот. Я к тому, чтобы вы не перебарщивали, понимаешь? Вот когда ты совсем, вот когда ты в таком состоянии, вот в таком типа, я сейчас вот потому что мне надо, я сейчас это сделаю, и никто меня, если никто, а его никто так и не поймал, или поймали только раз, а он делает это часто, то это немножко вот, чтобы совсем в такие состояния не впадать, как будто если тебя никто не поймал, понимаешь, конкретно за руку, то это не считается. На самом деле это считается, потому что некий информационный след этого поступка, он остается всегда. Неважно, поймали Мгм. тебя конкретно в этой ситуации или нет.
Ну да, многие, конечно. Нет, я думаю, что все-таки, ну вот, кстати, возвращаясь к вопросу интуиции, совесть это же тоже интуиция, правильно? Ну да, это тоже интуиция, то есть это какая-то штука, которая сигнализирует тебе, что так не надо. Ну Вот просто именно интуиция. многие делают так, типа, да, отстань. Ну вот именно ты как бы должен наладить, понимаешь, этот внутренний диалог сам с собой, чтобы тебе самому с собой не было тошно. Потому что некоторые ведь товарищи говорят, что мне самому с собой тошно. От этого, собственно, как бы иногда вредные привычки, которые немножко помогают это амортизировать. Ну Ничего да, как бы ничего там же космического, ничего феерического. Тебе просто должно быть спокойно на душе. самое сложное в нашем мире, особенно в мегаполисах. Вот. Ну, пожалуй, так. Как бы вроде бы, знаешь, Мгм. это. Слушай, вот последний вопрос, да. Хотел такой вопрос задать вообще, ну, просто в общем, там, какой вот ты бы общий такой, просто самый главный, да, совет вот э, по настройке этого потока, ну, и развитию вообще интуиции. Какой вот вообще такой общий совет, с чего можно начать? Просто такое какое-то обывательское что-то, может быть. Обывательское себя, ну вот, как тебе сказать, с ощущения себя, что ты есть что-то большее, чем вот сегодняшний конкретный ну вот конкретное тельце и конкретные, понимаешь, это, не знаю, какие-то антропометрические параметры. Посмотреть на себя как на нечто большее, чем на конкретного человека. И у этого, вот этого, вот, ну, этой энергоинформационной субстанции у нее, ну вот как-то это я просто, для меня душа, она как-то вот именно так ощущается, потому что это энергия и какая-то информация, которая на самом деле во много раз больше, чем конкретный человек. Просто посмотреть, обывательски Мгм. посмотреть на себя несколько шире. Мгм. Я бегу, например, сегодня, не знаю, за зарплатой, на работу, на которую я хожу. А что будет потом? А что потом? А зачем я это делаю? Ну зачем я это делаю? Ну, в общем, надо начать хотя бы задавать вопросы, хотя бы остановиться Да. на 5 минут в день и задать себе вопрос. А И зачем, да? задать Вот себе это, вопрос, наверное, да. а что делает меня счастливым? А когда последний раз я был счастлив? Что вообще делает Мгм. меня счастливым? Знаешь, такой кривой, странный Ну, я вопрос. боюсь, что многие боятся такого вопроса, Вот, когда я задаю потому его на что какой-то тему, потому что он выходит иногда прям вот, он настолько мгм. повисает в воздухе, и столько людей прям, вот и у них действительно очень эмоционально реагируют, потому что выясняется, Ты что годами половина не делают, уходит в депрессию, да? и годами делают ничего, чтобы делало их счастливым. Ну, я говорю, Вот. половина твоих этих клиентов, они после такого вопроса Половина. уходят в депрессию, приходится их выводить из депрессии. Ну, это шутка, конечно, но Половина вообще, живет, они прям, вообще ну, просто замечаю за людьми, что люди вообще, ну, они стараются не думать. Ну, потому что думать это очень ну а как, такое. понимаешь, если ты можешь не думать, ты можешь запихать, но такая про твое тело, оно же начнет разваливаться. Ты-то с собой можешь договориться, со своим телом ты вряд ли договоришься. Просто когда у тебя начинает что-то отваливаться, это уже последняя стадия всего, что как бы вот, всё. Ну, это у нас самая актуальная стадия обычно. Ну да, поэтому, Иначе психологи были бы не нужны. да. Ну, хотя Мгм. бы это та стадия, когда человек вдруг начинает о чем то задумываться. Ну да, некоторые даже и будут пробивать, как на бронепоезде. Ну, тут Вот, уже поэтому сколько здоровья хватит, конечно. задавать себе вопросы, неудобные вопросы тоже можно себе задавать. Ну, прям Ну такие и честные. быть честным, да, всегда Быть должны честным всегда. самим с собой, понимаешь, это сложно. Ну, и мы, например, часто хотим какой-то честности и открытости по отношению к нам, но если мы не честны сами с собой, то это вообще странно, как бы, как мы дождемся как бы, Мгм. ответной такой реакции. Вот, ну, чисто такой, вроде простой, но большой объемный совет. Ну да. Ну да, это вообще, это даже касается и любви там к самому себе, и честности, и всему. То есть, конечно, да, если мы не любим себя, не честны по отношению к себе, то чего мы ожидаем от кого-то, да? Мгм. Да. Ну, собственно, я думаю
мы сегодня обсудили, да, эту тему. Достаточно, кстати, Мгм. у нас Да, получилось обширно, да, для нас. получился обширный как-то опять. Но я Мгм. надеюсь, если что, там порежешь. Хорошо. Ладно. Хорошо, всем спасибо за внимание. Будем рады, если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы тоже посмотрим и Мгм. ответим Да, на них. я тут смотрю, Подписывайтесь вижу, на, да, пишу. подписывайтесь на телеграм-канал, там тоже много информации интересной. И мы там тоже, точнее, Наталья отвечает на вопросы. Если у вас возникают какие-то вопросы, она готова будет ответить, либо Мгм. проконсультировать, может быть, точно. Да, Мгм. хорошо. Мгм. Ну Да, все, да. спасибо. Ага. Спасибо, до свидания. Всем, всем пока.